Всем привет, это Воркута, один из самых северных городов, куда можно добраться на поезде. Многие приезжают сюда, чтобы насладиться суровыми, брутальными индустриальными пейзажами, заброшками, но мы покажем, что еще можно увидеть здесь за один день. Погнали! Здесь живет 56 тысяч человек. Конечно, это почти в 2 раза меньше, чем в 80-е, тогда был расцвет Воркуты, но, тем не менее, город продолжает жить. В среднем такси по городу стоит 100, 150, 200 рублей, но можно взять и машину в аренду, например, вот такую вот грязную, она стоит 2 500, 2 700 в сутки, что, в принципе, недорого, потому что, например, на Дальнем Востоке цены в 2 раза выше. Основа экономики региона по-прежнему добыча угля. В разное время здесь действовало до 23 шахт. Промышленные пейзажи производят сильное впечатление. А покажет этот удивительный город нам Александра. Она местный гид и живет в Воркуте всю свою жизнь. Если гуглишь, куда поехать в Воркуте, всегда на первом месте заброшки и рудник. Рудник, прошу прощения. Рудник, я вас поправлю. Это не самые топовые места. Рудник, он притягательный, но Воркута – это не только заброшки, Воркута – это не только поселок Рудник, Воркута – это замечательная северная природа, это полярные дни, это полярные ночи. Воркута – это потрясающие индустриальные пейзажи, потому что, мне кажется, немного городов в России, где мы можем просто увидеть шахты, естественно, не их, подземные, но надшахтные постройки, вот так вот здесь, на ладони, это поистине потрясающе. Поэтому Воркута – это действительно что-то гораздо больше, интересное, привлекательное. Так, собственно, главное здание со всех открыток. Совершенно верно. Мы с вами находимся на площади Мира. То есть особенность площади Мира – это, представьте, что под нашими с вами ногами начинается огромное скальное основание. И оно тянется дальше по улице Ленина. То есть здесь между собой даже шутили архитекторы. Здесь можно было построить хоть небоскребы. Никакая вечная мерзлота не была страшна. И архитекторами была спроектирована вот такая удивительная площадь. То есть сама по себе площадь была построена с учетом розы ветров. То есть, вот сегодня холодно. Обратите внимание, нам сейчас стало нормально, то есть относительно, ветра нет. Напротив здания стоит скульптура, называется «Путь в космос». Эти скульптуры, они достаточно типовые по Советскому Союзу, она не единственная, но у нашей есть особенность. Это неестественная левая выгнутая рука рабочего, который как раз-таки, стоит. Почему так получилось? Ошибка при сборке строителей. Вообще, если отбросить стереотипы, то Воркута — это вполне развитый город, где есть все, к чему мы привыкли. Магазины, торговые центры, рестораны, кофейни. Здесь тоже пьют капучино, заказывают доставку еды, ходят в театры и учатся. Многие после школы не уезжают, а остаются и получают образование здесь. Если свернуть с центральных улиц, можно найти очень крутые места. Например, этот кондитерский магазин. Посмотрите, здесь как будто застыло время. Батюшки мои, вот это колорит. Вот это колорит Колоритович. Боже мой. Изготавливают свою продукцию до сих пор на печах 60-х годов. Причем в поселке Варгашор есть кондитерская изюминка, и у них баттл между собой, кто лучше, лакомка или изюминка. А еще в Воркуте можно прокатиться буквально на настоящей машине времени. Здесь по городу до сих пор ходят икарусы. Бежим! Настоящий! Дети 90-х поймут, что это за кайф сесть в икарус. А это и есть смотровая площадка?
По сути, да, это и есть смотровая площадка. Здесь мы можем увидеть прекрасный вид на сам поселок Рудник, то есть то место, откуда начиналась история Воркуты. И поэтому вот это красивое здание с колоннами, которые, да, вот мы видим колонны, опять же фронтон, это управление геологией. Слева и справа два здания, это непосредственно здания лабораторий, да, то есть камеральных лабораторий, где проводились всевозможные исследования. Все именно было сконцентрировано на геологах. Такой вот проход. Пойдемте. Ну, понятно, да, по мосту ходить нельзя, мы нарушаем собственную безопасность, но никакого запрета на нахождение там нет. Ну, то есть, почему стали закрываться шахты? Когда рухнула система ГУЛАГа, уже было принято решение, и все шахты перешли в Министерство угольной промышленности. То есть, Министерство угольной промышленности решило, что шахты должны быть мощные. И их начали реконструировать. Как реконструировали шахты? Либо сливали шахтные поля, и где-то на месте одной ставили вот такие уже современные надшахтные постройки. Вот оно, здание управления геологией. Понятно, что сохранившегося очень мало. Что здание пустует уже 20 лет. Да, тут даже потолки обвалились. Да, конечно. О, ничего себе. Заброшенные дома в Арктике – это реальность. И да, в Воркуте их немало, но этому есть логическое, точнее экономическое объяснение. Снести один такой дом очень дорого. На эти деньги проще отремонтировать дорогу или в местном парке очистить пруд. Вокруг Воркуты вообще несколько целых заброшенных поселков. Они опустели из-за закрытия шахт. Любители заброшек едут сюда со всей страны, чтобы побродить по опустевшим улицам. Перед тем, как покинуть Воркуту, нужно обязательно купить съедобные сувениры. И почти в каждом торговом центре есть такие точки, где продают местную оленинку. Это все из оленя? Это все из оленинки. Мозги стоят 300 рублей за килограмм. А они какие на вкус? Вы пробовали? Они очень вкусные. Это деликатес олень. Вот это целое отделение колбасы, да? Это идет в сувенирных упаковочках. За штучку 325 Вау. рублей. То есть вот получилось 3 куска мяса за 1500 рублей. По-моему, класс. Но в Воркуте очень позитивные люди, они умеют ценить момент, ловят каждый солнечный день и искренне любят свой город. Воркута живет.